Всем привет, друзья! Рад вас на канале CryptoStudent. Получился такой небольшой сегодня вечерний обзор, да. Но, тем не менее, давайте посмотрим биткоин, да, доминацию, S&P 500 и посмотрим, что же у нас творится на альтах и когда же уже ждать отскока по ним. У нас на графике представлена доминация, да, то есть я жду как раз таки, наверное, снижение по доминации, если мы пробьем вот этот восходящий канал вниз. То есть если мы пробьем, я ожидаю уход вниз в район, наверное, 43-42%, и как раз таки такой вот а-ля отскок по альткоинам на процентов 10, возможно, даже 15%. И за это, в принципе, я лонгую эфир по 34.60. Как раз таки покажу вам то, что я взял. То есть на доминацию у нас образовался восходящий канал. Если он пробьет вниз, то как раз таки будет отскок по альтам. Если посмотреть общую капитализацию, то тут можно увидеть такой вот нисходящий клин, при пробое которого мы пойдем вверх. Если откроем более большой таймфрейм, да, возможно, даже мы пойдем сюда. То есть пробитие сопротивления уже, да, уход выше 2,4 триллионов долларов, это уход уже непосредственно на 2,8, на 2,9, возможно, даже 3 триллиона долларов. Это будет новая, так скажем, отметка, да, новый рекорд по капитализации. Если смотреть по тоталу, у нас сопротивление, до сопротивления еще далеко, но тем не менее идет, то есть вот она идет сюда, да, то есть вот где-то район 1,4 триллионов долларов, там находится текущее сопротивление. То есть если мы туда придем, да, пробьем, то альты тоже покажут свои силы. Если же нет, то мы пойдем уже оттуда непосредственно на откат. Все будет зависеть как раз таки, где будет на тот момент находиться непосредственно сама доминация. Ну и давайте посмотрим на сам эфир. То есть по эфиру я вижу формирование такого вот вымпела, да, вымпела с поджатием на верхнюю сторону. То есть вот если мы присмотримся, да, то можно увидеть такой даже бычий флаг, да, то есть образование бычьего флага. Да, конечно, можем сходить еще где-то в район 3300, да, но при пробое как раз таки 3600, да, и закрепление за ним, то есть я ожидаю увидеть рост вплоть даже, возможно, до 4000 долларов. Это вот где у нас проходит, скажем, зона сопротивления по эфиру, вот его максимум, да, это вот где-то район 3900, 3800, то есть возможно рост эфира в ту сторону, как раз таки опять-таки при откате доминации. Что же касается других альткоинов, BNB на фоне новостей, да, то, что они создали свой крупный фонд, да, на 1 миллиард долларов, то есть это огромная сумма, да, мы как раз таки выросли вчера на очень сильном отскоке, вот, довольно крупный объем зашел, это у нас получился рост от 400 до 455 долларов, да, более чем, получается, на 15%, практически даже на 20% вырос BNB. То есть BNB теперь находится поддержка у нас в районе 420-410 баксов. Если мы не сможем удержать эту зону, то, конечно, мы пойдем вниз в зону поддержки 370 долларов. Но опять-таки, ребят, если так приглядеться, да, похоже, конечно, что это у нас формируется перевернутая голова с плечами. То есть, если мы все-таки не уходим ниже, то это все-таки будет формироваться перевернутая голова и плечи, и пойдем мы уже обновлять вот эти вот макушки. Если же нет, то пойдем, конечно, в зону поддержки где-то сюда. Ада такая же плюс-минус. Хотела сказать картина, да, но Ада как раз таки пробила свое сопротивление, ретестнула, да, но далеко уйти не смогла. То есть она сейчас пока колеблется, формирует такой вот как раз таки вымпел, да. Конечно, он по тренду отрабатывает вниз, но мало ли, если будет как раз таки рост альткоинов, можем сходить сюда. То есть это цели где-то 2,8, да, поддержка где-то в районе 1,9, 1,8 по Аде. Что касается Ripple, на Ripple у нас формируется такой вот флаг, то есть флаг с отработкой как раз таки обновления хая, да, уход где-то на 1,3 бакса. То есть туда мы можем тоже сходить. Зона поддержки, это опять-таки более ясная, да, это где-то в районе 1 бакса. Dogecoin. По Dogecoin я немного перерисовал основную трендовую, да, взяв за основу все-таки вот эти точки, да, то зона поддержки у нас будет где-то в районе 0,2, да, 0,19 на текущий момент. Но опять-таки, то есть мы можем сформировать перевернутую голову с плечами.
Вот, и уйти наверх. То есть сейчас, на самом деле, на многих альтах, да, на дневке, на 12 часах, на крупных таймфреймах, похожая формация, все-таки перевернутые головы с плечами, друзья. Обратите на это внимание, потому что если альткоины, они все-таки, если пойдут в рост, да, то они довольно-таки интересно могут вырасти. Даже если просто взять фигуру, да, то, в принципе, диапазон отработки это вот где-то вот эта вот зона, то есть это 0.32, 0.33 по Dogecoin. DOT. DOT, наверное, вот один из самых мощных, да, то есть он у нас формирует такой вот хороший вымпел, то есть вот при пробое которого, то есть это зона 37, да, то есть мы пробили его и отскочили обратно вниз. То есть если сейчас мы ее пробьем, да, и пойдем наверх, то это будет очень сильный импульс, я думаю, может быть выше 40, то есть уход выше 40, возможно даже 45-49 можем увидеть, потому что вообще я вот заметил сегодня то, что это может быть огромная чашка с ручкой, то есть огромная чашка с ручкой, это уход обновления вот этого вот хая, то есть если мы туда пойдем, то DOT я бы, наверное, порекомендовал прикупить, то есть это на самом деле неплохо, да, но опять-таки стоп тут довольно-таки далекий, это за 0.5 FIBA, то есть 0.5 FIBA это где-то в районе 30 баксов. Если брать уже более ближнюю поддержку, да, то это где-то у нас в районе, ну да, 10-12 баксов, но и потенциал роста он как бы имеется, то есть вплоть там до 50%. 1 инч. Вот если, в принципе, не хотите рисковать как с дотом, да, то есть длинный стоп, то 1 инч, я думаю, неплохая альтернатива, потому что 1 инч хорошо откатился. То есть он довольно-таки сильно откатился с 7 баксов, да, то есть более чем в 2 раза, и сейчас находится вот между двумя, так скажем, плоскостями, это зоны поддержки, да, и зоны сопротивления. И опять-таки есть перевернутая голова с плечами. 1 инч лично я хочу купить, то есть я, наверное, дам сигнал по нему в приватной группе. Кстати, друзья, кто там спрашивает про приватную группу, пока набор закрыт до конца месяца, теперь будет открываться набор в начале месяца, и тогда, то есть в начале месяца, получается, будет открываться набор, так что следите внимательно, кто хотел вступить. Вот, такой небольшой офф-топ. Да, по 1 инч, то есть у нас перевернутая голова с плечами, то есть стоп я бы, наверное, рекомендовал ставить за данную линию поддержки. Ну, то есть, да, тут ярко выраженная голова с плечами, но для подтверждения, опять-таки, нам нужно пробить выше 3,4, 3,5, и цель будет, естественно, обновить вот эту макушку, да, и пойти куда-то вот в район 5 баксов. То есть 1 инч выглядит довольно-таки бодро. Solana. Что не скажешь про Solana, в принципе, но тем не менее, хоть даже у нас трендовая такая сильная пробита и протестирован, да, тем не менее у нас формируется опять-таки флаг. То есть вот флаг, да, можно приглядеть на Solana, и опять-таки, то есть можно интерпретировать это как перевернутую голову с плечами, опять-таки, то есть это опять-таки, если при отскоке и уходе выше 172 баксов, да, это будет перевернутая голова с плечами, и цель будет, естественно, обновление хай, то есть это уход выше 220, там, где-то вот в этот район. То есть, опять-таки, нужно интересно следить, да. Если смотреть, где брать стоп, да, ну, опять-таки, где-то нижняя граница, это добором, где, да, в районе 130, и стопом, опять-таки, за 0.5. Так, ну давайте Litecoin тоже посмотрим. Litecoin тоже, кстати, такая ситуация, тоже похожа на перевернутую голову плечами, тот же флаг, да, то есть, опять-таки, тоже сетап на разворот. Так, теперь, друзья, разбираем активы, которые вы прислали мне в чате. То есть, да, то есть, кто, друзья, еще в чат не зашел, заходите в чат. Вот, то есть, здесь мы как раз-таки разбираем активы, да, и вот вы как раз-таки то, что мне прислали, я выбрал из них самый интересный, да, и вот как раз сейчас разберусь. Так, смотрим. SLP, да, SLP самый интересный, мне кажется, потому что мы находимся в нижней границе, на нижней границе, откуда его, в принципе, в прошлый раз откупали, да, откуда он рос в разы, да, так скажем, та же профиль объема нам показывает, то, что здесь у нас такой вот хороший объем, да, и стоп плюс-минус очень короткий, то есть стоп в районе там 8-7% с потенциалом, то, что мы можем сделать, в принципе, даже x2. То есть, в принципе, x2 это вполне реальные цифры для SLP, да, то есть это где-то вот поход, если 0.5 это 239, да, но хотя бы увидеть бы поход на 0.236 фибу, это было бы уже большой радостью, потому что это уже, извините меня, практически x2. Так что берите на вооружение, ребят, SLP хороший сетапчик, извините, пожалуйста. Да, хороший стапчик, потенциально можно образовать такое вот двойное дно. Вот оно, да. Вот, и улететь наверх.
То есть SLP рекомендую присмотреться к покупке. AXS. AXS у нас пробил нисходящий клин. То есть AXS у нас тоже может как раз таки пойти вверх. Вот, тоже также может образоваться перевернутая голова с плечами. Цель опять-таки обновление, уход выше 150. Shiba. Shiba у нас вышла из накопления, да. То есть выход из накопления, пробой наверх. Это тоже довольно-таки интересно. На Шибе у нас образуется такой вот вымпел, на 12 часах его тоже отлично видно. При пробое вверх, да, ожидаю увидеть, естественно, выход наверх, где-то, наверное, на уровень 4000, да, 4500. То есть вполне неплохо, то есть потому что выход из накопления хоть и был сильным, да, но я думаю, будет еще один выход, еще одна волна, да, она будет более слабой, думаю, но тем не менее рост процентов там 20, 30, возможно даже 50 он даст. Алга. Что касается алг, у нас тоже, конечно, формируется такой вот вымпел, да, но он все-таки имеет поджатие к нижней стороне. Я все-таки, наверное, подождал бы пробоя и выход где-то к 1,9, 2 баксам, да, и там бы уже смотрел зону для покупки. Так, поддержка у нас проходит в районе 1,4, 1 бакса и 0,5 по основному тренду. Так, EOS. EOS похожая картина, как и у многих альтов с перевернутой голову с плечами. То есть тоже может быть такой хороший, интересный выход. Где-то выход может даже где-то быть на 5,5, 6, 6,5. Но опять-таки, если выйдут интересные новости. Стоп я смотрел где-то, наверное, ближе за поддержку. Где-то в районе, наверное, 4 и 1 бакса. Друзья, это был весь обзор. Пишите свои комментарии, какие активы для вас наиболее интересны, да, какие вы сами взяли. Вот, и какие бы вы поддержали все-таки, или чтобы наоборот не взяли, да, такой, блин, я вообще не держу, вот, и в какой позиции вы сейчас находитесь. Вот, ставьте лайк, если данное видео было для вас полезным. А пока желаю всем хорошего вечера.